Привет! В этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такого героя, которого зовут Финн. Это герой мультфильма «Время приключений». У него за спиной есть рюкзачок, который, в общем-то, можно снять. В этот рюкзачок он складывает те вещи, которые ему понадобятся в его странствиях. И в этом видеоуроке мы как раз посмотрим с вами, как сплести вот такого героя Финна. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков смотрели от вас, и чтобы центральный ряд был немножко ближе к вам, чем два других крайних ряда. Сейчас мы с вами начнем плести этого героя с ручек, затем сплетем отдельно ножки, затем часть шапки, а затем все это прикрепим к телу, которое тоже у нас сначала будет отдельно. Если у вас нет таких резинок, которые буду использовать я, то вы можете заменить любыми другими. Например, вот здесь я заменил цвет шорт с синего на фиолетовый, а футболку сделал не голубую, а синюю. Вы тоже, конечно же, можете использовать те цвета, которые у вас есть. Итак, давайте начнем именно с плетения ручек, и вот часть рукава мы тоже с вами сделаем. Возьмем две резинки голубого цвета. И в процессе плетения мы практически всегда будем использовать по две резинки. Когда будет одна, я буду говорить. Накидываем с первого столбика на второй столбик правого ряда две резинки голубого цвета. Затем берем еще две резинки голубого цвета и накидываем их со второго на третий столбик. Затем берем резинки того цвета, который у нас будет использоваться для тела. Если у вас есть резинки бежевого цвета, то вы можете использовать их. У меня таких нет, поэтому я буду для тела использовать оранжевый цвет. Накидываем две резинки дальше. Это получается с третьего на четвертый столбик. И таким образом нам нужно накинуть 4 пары оранжевых резинок. Одна была пара, вторая пара оранжевых, третья пара оранжевых и четвертая пара оранжевых резинок. На последний столбик нам нужно накинуть резинку оранжевого цвета, закрутив ее на этом столбике 3 оборота. То есть второй оборот еще закручиваем и третий оборот. Это у нас получилась одна ручка, и нам нужно точно так же сделать и вторую. Накидываем, например, на центральный ряд, можно на левом ряду делать, если вам удобнее, две резинки голубого цвета. Далее со второго на третий столбик и вновь 4 пары оранжевых резинок. Первая пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. На последний столбик накидываем резинку и закручиваем ее 3 оборота. 1, 2, 3. Разворачиваем станок, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на нас. И сейчас мы приступим к снятию резинок. Здесь снятие очень простое. Отодвигаем резинку, которая у нас 3 оборота закручена. Изнутри захватываем 2 оранжевых. Снимаем их с этого столбика и накидываем на тот, который идет впереди. Далее внутри захватываем, накидываем вперед. Внутри захватываем эту пару, накидываем впереди идущему столбику. Опять 2. Далее у нас идут голубые резинки, захватываем 2, накидываем вперед. Захватываем 2, накидываем вперед. Со второй ручкой поступаем точно так же. Отодвигаем резинку, которая 3 оборота накинута. Изнутри захватываем двойную, накидываем впереди идущему столбику. Опять изнутри двойную, накидываем впереди идущему столбику. И так до конца этой ручки. Пока эти ручки нам не понадобятся, поэтому нам их нужно накинуть либо на зубочистку, либо на карандаш, либо на палочку какую-нибудь. Я буду использовать вот такой крючок из набора Lumbens и продеваю его вот здесь и снимаю всю эту конструкцию со станка. Оставляю эту ручку на крючке. Точно так же снимаю и вторую ручку. И вот у нас получились 2 ручки. Они пока нам не понадобятся, поэтому отложим их в сторону. Сейчас нам нужно сделать ножки.
вновь разворачиваем станок, чтобы открытые стороны смотрели от нас. И берем резинки цвета тела, оранжевые в моем случае. Накидываем 3 пары. Первая пара у нас пошла. Вторая пара. Третья пара. Теперь берем резинки черного цвета. Мы с вами сейчас сделаем ботиночки. 2 резиночки черного цвета накидываем. А в конце, чтобы ботинок был немножко толще, мы берем уже не 2, а 3 резинки. И накидываем их вот отсюда сюда. На последний столбик нам нужно накинуть резинку черного цвета, как обычно, закрутив ее на этом столбике 3 оборота. Это одна ножка, и со второй нам нужно поступить точно так же. То есть накидываем сначала пару, затем накидываем еще одну пару, наконец третью пару, пару черных резинок, 3 теперь черных резинки. И на последний столбик нам нужно накинуть резинку черного цвета, закрутив 3 оборота. Разворачиваем станок, чтобы открытые стороны смотрели на нас, потому что мы сейчас будем снимать резинки со станка. И снятие тут обычное, ничего сложного нет. Отодвигаем резинку, которая у нас накинута 3 оборота. Захватываем 3 резинки, которые у нас находятся внизу, и накидываем их впереди идущему столбику. Внутри заводим, захватываем 2, накидываем вперед. Внутри заводим, захватываем 2, накидываем вперед. 2, вперед, 2, вперед. Одна ножка, со второй поступаем точно так же. Отодвигаем тройную резиночку. Внутри захватываем 3, впереди идущему столбику накидываем. Изнутри захватываем 2 в этот раз. Опять 2. Еще раз 2. И, наконец, последний раз 2. Ножки нам тоже пока не понадобятся, поэтому вновь возьмите ваш крючок или палочку или карандаш, внутри заведите и снимите сначала одну ножку, затем внутри заводим, снимаем еще одну ножку. Вот ножки у нас с ботинками готовы. Они нам тоже пока не понадобятся. Откладываю их в сторону. Разворачиваю станок открытыми сторонами к себе. Сейчас мы с вами будем делать левую и правую часть шапки. Давайте посмотрим, как это делается. Для этого приготовьте резинки белого цвета. И сначала одну резинку мы с вами накидываем с первого на второй столбик. Затем берем уже 2 резинки и продолжаем накидывание. Со второго на третий. Опять 2 берем, с третьего на четвертый. И таким образом нам нужно накинуть 5, получается, рядков. Вот это первый, второй, третий, четвертый, 4 пары резинок. На последний столбик накидываем резинку 3 оборота. 1, 2, 3. Это у нас левая часть шапки, например. И сейчас нам нужно правую точно так же сделать. С первого на второй столбик центрального ряда накидываем. Затем берем 2 резинки. Здесь была одна. Берем 2, накидываем дальше. Берем еще 2, накидываем дальше. Это у нас получается третья пара. Я говорю пара, но вот здесь у нас по одной резиночке. Я думаю, вы поняли, что нам нужно именно как бы 5 раз, чтобы у нас получилось накидывание. 1, 2, 3, 4 и, наконец, последний. Раз, 5. Готово. На последний столбик не забываем накинуть резинку и закрутить ее тут 3 оборота. 1, 2, 3. И сейчас будем снимать все это со станка. Здесь тоже все, я думаю, вы догадались, что будет очень просто. Отодвигаем резинку, которая 3 оборота у нас накинута. Захватываем изнутри 2 нижних белых, перекидываем вперед. 2 изнутри, перекидываем вперед. 2 изнутри, перекидываем вперед. И так далее до конца этой. Здесь уже на конце 1, тоже перекидываем вперед. Тройную резиночку отодвигаем. Сейчас уже вторую часть шапки мы с вами снимаем. Изнутри вперед, изнутри вперед, изнутри вперед и изнутри вперед. Отлично. Но
Эта часть шапки нам тоже пока не нужна, поэтому возьмите вновь ваш карандашик или вот такой крючок и снимите с одного ряда и со второго ряда. Отлично. Вот такие у нас получились детальки. Но мы с вами продолжаем. Теперь уже будем делать непосредственно тело, лицо, футболку, шорты и чуть-чуть ножик. А потом к нему, к этим частям будем все остальное прибавлять. Возьмите резинки белого цвета, будем накидывать их парами. Станок расположите, чтобы открытые стороны смотрели на вас. И накиньте следующим образом. С первого столбика на второй, если вот отсюда считать, пара белых резинок у нас идет. Далее еще идет пара белых резинок уже по центральному ряду. По правому ряду у нас опять идет пара белых резинок. Теперь берем оранжевые резинки. По центру накидываем 2 пары. Это у нас одна пара пошла. Затем пошла еще одна пара. А по левому и правому ряду нам нужно накинуть по одной паре. Здесь одна пара. И здесь одна пара. Вновь возвращаемся к резинкам белого цвета. Накидываем по центру одну пару. А слева и справа накидываем по 2 пары белых резинок. Одна пара пошла. Вторая пара пошла. С правой стороны точно так же. Одна пара белых. И вторая пара белых. Это мы с вами сейчас сделали верхнюю часть шапки, немножко лицо и нижнюю часть шапки. Сейчас мы с вами будем накидывать резинки, которые у нас в последующем станут футболкой. Для этого нам понадобятся резинки голубого цвета. Опять же, накидываем их по парам. По каждому ряду нужно накинуть по 4 пары. Здесь 4 пары, здесь и здесь. Давайте начнем с левого ряда. Накидываем одну пару, накидываем вторую пару, накидываем далее третью пару, накидываем четвертую пару. Это у нас левый ряд был, теперь центральный ряд. Берем пару резинок, накидываем вот сюда. Берем следующую пару сюда. Это вторая у нас пошла пара. Третья пара. И четвертая пара. С правой стороны точно так же. Одна пара. Вторая пара. Третья пара. И четвертая пара. Вот футболка у нас готова. Теперь нам нужно сделать шортики нашего фина. Для шортиков я буду использовать темно-синие резинки. Нам нужно слева накинуть 2 пары, по центру одну пару и справа тоже 2 пары. Сначала слева, как я уже сказал, 2 пары. Сначала накидываем одну, затем накидываем еще одну. По центру у нас идет одна пара, а справа идет 2 пары. Все точно так же, как и слева. Одна, вторая. Это у нас шорты. После шорт у нас идут ноги оранжевого цвета. Поэтому мы с вами берем по паре оранжевых резинок и накидываем их. Раз. По правому ряду и 2. До конца у нас получилось станка. С левой стороны нам нужно точно так же ноги накинуть. Накидываем раз. И накидываем еще одну пару. Но у меня здесь сломан один столбик. Поэтому, если он у вас не сломан, то вы, конечно, накиньте точно так же, как здесь. Но я накину вот отсюда на центральный. Но представим, что это у нас вот этот столбик. Теперь нам нужно на вот этот и вот этот последние столбики накинуть ножки.
которые мы с вами делали и которые у нас сейчас находятся на крючке. Берем, отодвигаем одну ножку, и все вот эти 4 резиночки, которые у нас сейчас находятся на крючке, нам нужно накинуть сверху. Это у нас получилась левая нога, и правая нога у нас идет на правый столбик. Обязательно следите за тем, чтобы именно все резинки у нас с крючка были накинуты. Отлично. Теперь мы с вами можем накинуть ручки. Ручки накидываются вот на эти столбики, то есть на те, откуда начинаются синие резинки. Берем ручки наши, сначала одну ручку, натягиваем 4 все резиночки и накидываем их вот сюда. Здесь заканчивается белая резинка и начинается синяя, голубая. И именно сюда нам нужно ручки эти накидывать. Здесь тоже. Так. Чтобы обязательно все резиночки у нас накинулись. И поправьте ручки, чтобы они смотрели в стороны. Теперь нам нужно накинуть часть, которая у нас является шапочкой, левой и правой. У нас на крючках тоже это имеется. Нам их нужно накинуть вот на этот и на этот столбик. То есть следующий после тех, на которые мы с вами накидывали ручки. Здесь уже намного проще, потому что 2 резиночки находятся. Накидываем сюда и накидываем на правый столбик. Тоже 2. Натягиваем и накидываем вот сюда. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Возьмите резинки белого цвета. Сначала одну, но потом еще одну возьмем. И обращаем внимание вот на эту ручку. Чуть-чуть я ее натяну, чтобы было лучше видно. Вот здесь у нас находится резинка, которая в 3 оборота закручена. Вот здесь у нас находится следующая резиночка. А вот здесь у нас получается вторая. Мы в эту вторую резинку, ну вторая, если не считать ту, которая 3 оборота накручена, проводим сюда крючок. Теперь нам нужно белую резиночку скрутить в 2 оборота. И протянуть ее сквозь ту дырочку, через которую мы с вами просунули крючок. Так. И вторую часть этой резинки мы с вами накидываем на крючок. Вот так у нас получилось. Теперь то, что у нас сейчас находится на крючке, нам нужно накинуть на самый первый столбик. Поэтому натяните, насколько вам это возможно. И вот сюда накидываем. Так, это у нас с левой стороны мы с вами сделали. Теперь точно так же сделаем с правой стороны. Возьмем резинку белого цвета, скрутим ее в 2 оборота, натянем вот эту резиночку. Посмотрим, вот это 3 оборота скручено, далее идет первая, а далее идет вторая. Через нее мы с вами пропускаем крючок, захватываем ту, которая в 2 оборота у нас только что была скручена, и ее же возвращаем на крючок. То, что сейчас находится на крючке, нам нужно накинуть на первый самый столбик. Отлично. Вот пока так у нас получилось. Теперь нам нужно сделать глазки для нашего героя. Для глазок возьмите черные резинки, и нам их нужно накинуть вот на эти столбики. То есть те, с которых начинается, получается, лицо. Накидываем вот сюда, и нам нужно на этом столбике закрутить 3 оборота. 3 оборота с одной стороны, и для следующего глазика нам нужно накинуть резинку черного цвета и тоже закрутить 1, 2, 3 оборота, чтобы на этом столбике было накручено. Теперь возьмем резинку оранжевого цвета и накинем ее вот так треугольником. Раз и 2. Теперь возьмем крючок, подденем резиночку снизу, черную, все 3 оборота, и нам нужно их снять вот сюда. Раз. С этой стороны точно так же. Заводим и снимаем ближе к центру. Отлично.
Теперь берем еще одну оранжевую резинку, и нам нужно ее накинуть точно так же, но сверху треугольничком. Еще берем одну оранжевую и точно так же треугольничком накидываем чуть ниже. Теперь мы с вами возьмем белую резинку, дважды ее скрутим и накинем вот сюда. Отсюда, вот сюда. Возьмем еще одну белую резинку, и нам нужно точно так же вот здесь с левого ряда на второй ряд накинуть резинку дважды скрученную. Скручиваем и вот отсюда накидываем вот сюда. Так, опускаемся ниже. Дальше вновь берем, ну не вновь, а в этот раз берем голубую резинку, и вновь нам нужно накидывать треугольником. Накидываем вот так треугольником, ниже треугольником, далее тоже треугольником, опять треугольником. В этот раз берем уже не голубую, а синюю резинку, тот цвет, который у нас цветом шорт является, но тоже треугольником накидываем. Берем вновь резинки синего цвета, но в этот раз две резинки. Тут мы с вами треугольнички делали, накидывая по одной резинке, но сейчас берем две. Накидываем на вот этот столбик. Теперь натягиваем, заводим за вот этот столбик и выводя, накидываем на правый. У нас получилось так, что на вот этом столбике у нас резинка не накинута, а как бы за ним проведена. Пока я не забыл, давайте сделаем носочки нашему фину. Носочки делаются очень просто. Берете резинку белого цвета, закручиваете ее 2 оборота и просто накидываете чуть выше ботинка, как будто бы носочки из ботинков торчат. На правом и на левом сделаем точно так же. Закручиваем 2 оборота и накидываем вот сюда. Вот, в общем-то, и все. Теперь мы с вами можем уже приступить к снятию резинок со станка. Снятие здесь очень простое. Сначала мы снимаем просто левый ряд, затем снимаем просто центральный ряд, а затем правый ряд. Смотрите, как это делается. Сначала мы с вами натянем ногу, чтобы мы могли завести крючок внутри вот этой резинки. И изнутри захватить двойную. Перекидываем ее вот на этот впереди идущий столбик. Здесь изнутри захватываем пару, выводим ее изнутри и накидываем впереди идущему столбику. Далее идет пара резинок с шортами. Отводим ту резинку, которая у нас треугольником накинута, захватываем нижнюю пару и вперед накидываем. Отводим ту резинку, которая треугольником, голубая пара теперь вперед идет. Отводим голубую и вперед пара. Отводим голубую и изнутри вперед пара. Отводим голубую, вперед пара. Здесь уже немножко посложнее, потому что нужно отвести много резинок и захватить белую пару. Захватываем. И впереди идущему столбику накидываем. Здесь тоже много резинок, поэтому мы с вами захватываем пару. Изнутри накидываем впереди идущему столбику. Здесь оранжевые у нас далее идут. Изнутри захватываем и впереди идущему столбику накидываем. Отодвигаем ту резинку, которая у нас является глазной. Изнутри захватываем белую и накидываем вперед на последний столбик левого ряда. Теперь давайте снимем центральный ряд. Здесь уже изнутри нам захватывать нечего, поэтому берем вот эту двойную резинку и просто снаружи мы с вами ее впереди идущему столбику накидываем. А вот теперь уже изнутри захватываем голубую пару, накидываем вперед, изнутри захватываем голубую пару, накидываем вперед. Изнутри голубая идет вперед, изнутри голубая идет вперед. Теперь белая изнутри идет вперед. Отодвигаем резинку, которая у нас накинута треугольничком. Захватываем пару оранжевых резинок и накидываем вперед. Здесь немножко сложновато, потому что много оранжевых резинок, но мы с вами изнутри крючок заводим, захватываем нижнюю пару и
вперед, накидываем. Далее идет белая, здесь все просто. И, наконец, третий ряд. Отодвигаем вот эту ножку, захватываем пару и накидываем вперед. Изнутри захватываем, вперед, синие пошли, изнутри вперед. Отодвигаем ту, которая треугольником накинута, вперед. Отодвигаем треугольником, захватываем пару голубых, вперед. Отодвигаем треугольником, захватываем пару, кидаем вперед, отодвигаем треугольником, захватываем пару вперед, отодвигаем, захватываем вперед. Здесь у нас накинуто много резинок, мы их с вами все отодвигаем, захватываем белые, которые находятся в самом низу, и накидываем вперед. Отодвигаем резинку, вот это шейная у нас резиночка, отодвигаем мы ее с вами. Захватываем нижнюю пару и накидываем вперед. Так, отодвигаем треугольную вперед. И теперь, наконец, белая последняя вперед. Все резиночки мы с вами сняли. Теперь нам нужно сделать так, чтобы при снятии резинок со станка у нас ничего не распустилось. Поэтому мы с вами изнутри заводим крючок. Сначала у самого последнего столбика левого ряда накидываем одну белую резинку и изнутри, стараясь ничего лишнего не захватить, ее отсюда выводим. Теперь попробуем сделать петельку. Накидываем ее, вот эту часть, ближе к корпусу крючка. Вторую часть мы с вами захватываем рукой, и у нас получается петелька. Эту петельку мы стараемся максимально натянуть. Отлично. Теперь по центру точно так же сделаем. Внутри заводим крючок. Захватываем резинку белого цвета, натягиваем ее, выводим отсюда. Делаем петельку. И петельку максимально натягиваем. С правой стороны точно так же поступаем. Делаем петельку и эту петельку натягиваем. Теперь, чтобы было легче всю эту конструкцию снять со станка, можно крючком помочь. Внутри заводим и крючком вот так снимаем с тех столбиков, на которых наибольшее натяжение и на которых просто снять резинки может быть затруднительно. Где ручки обычно сложно. А теперь давайте просто вот так попробуем натяжением. Вот такой у нас фин получился. На мой взгляд, он вышел просто замечательно. Единственное, что пока у него торчат вот такие петельки сверху. Чтобы они не торчали, мы с вами можем сделать следующее. Поворачиваем фина спиной к себе. И вот эти резиночки мы с вами сейчас вплетем внутрь. Куда их вплетать абсолютно все равно. Но я, например, вот заведу крючок за вот эти оранжевые резиночки. Захвачу белую резинку. И проведу ее вот сюда, внутрь. И можно еще вот провести в другую оранжевую. Вот сюда. Точно так же мы с вами поступим еще с одной резинкой. Например, внутри вот этих центральных оранжевых заведем крючок, захватим эту белую и выведем ее вот сюда. Старайтесь ничего лишнего не захватывать, кроме этой белой. И дальше ее еще вплетем вот сюда. Например, так. А по центру пусть это остается. Эта петелька. Мы, кстати, сделаем из этого фина, можем сделать брелок. Я возьму для этого карабинчик, вставлю в карабинчик крючок, эту петельку захвачу и проведу ее в дырочку этого карабинчика. Затем, то, что у меня сейчас здесь получилось, я натяну. И всего вот этого фина мы с вами вот в эту петельку запихнем. Отлично. И натянем. Вот, у нас получился фин-брелок. Но чего же у него не хватает? А не хватает у него, конечно же, вот такого симпатичного и прекрасного рюкзачка.
Но как этот рюкзачок делается, мы с вами посмотрим в следующем уроке. Ссылку на этот урок вы сейчас видите у себя на экране. Так как этот урок растянулся, то я решил, что рюкзак сделаем все-таки в следующем уроке. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, данный урок вам понравился. Продолжение этого урока, в котором мы создадим рюкзак, вы увидите по ссылке, а также в описании к этому видео. Спасибо за внимание. Пока!